Диклофенак – нестероидное противовоспалительное средство. Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие. Уменьшает и купирует боли в месте нанесения мази, в том числе боли в суставах, в покое и при движении. Уменьшает утреннюю скованность и припухлость суставов. Способствует увеличению объема движений. Показания. Воспалительные и активизированные воспаления дегенеративной формы ревматизма. Хронический полиартрит, спондилит анкилозирующий, болезнь Бехтерева, артрозы, спондилоартрозы, невриты и невралгии, такие как шейный синдром, люмбага, прострел, ишиас, острые приступы подагры, ревматические поражения мягких тканей, болезненные отеки или воспаления после травм или оперативных вмешательств, неревматические воспалительные болевые состояния. Способ применения и дозы. Применяют ректально. Взрослым 100 мг 1 раз в сутки, по 50 мг 2 раза в сутки или по 25 мг 3-4 раза в сутки. Максимальная суточная доза составляет 150 мг. Детям старше 12 лет 50 мг 1-2 раза в сутки или 25 мг 2-3 раза в сутки. Противопоказания. Патологические изменения картины крови неясного генеза, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, деструктивно-воспалительные заболевания кишечника в фазе обострения, беременность, период лактации, следует отказаться от грудного вскармливания, детский подростковый возраст до 12 лет, повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте или другим нестероидным противовоспалительным средствам, в том числе аспириновой триаде, повышенная чувствительность к диклофенаку и другим компонентам препарата, воспаление прямой кишки, побочные действия со стороны пищеварительной системы, тошнота, рвота, боль в эпигастрии, анорексия, метеоризм, запоры, гастрит вплоть до эрозивного с кровотечением, повышение активности трансаминаз, лекарственный гепатит, панкреатит, со стороны мочевыделительной системы, интерстициальный нефрит, со стороны центральной нервной системы, головная боль, головокружение, дезориентация, возбуждение, бессонница, раздражительность, утомляемость, астатический менингит, со стороны дыхательной системы, бронхоспазм, со стороны системы кроветворения, анемия, тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, дерматологические реакции, экзантема, эритема, экзема, гиперемия, эритродермия, фотосенсибилизация, аллергические реакции, мультиформная эритема, синдром Лайелла, синдром Стивенса-Джонсона, анафилактические реакции, включая шок, местные реакции, в месте инъекции возможно жжение, образование инфильтрата, некроз жировой ткани, прочие, задержка жидкости в организме, отеки, повышение артериального давления. Условия хранения. Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 градусов. Хранить в местах, недоступных для детей.